Всем привет! Это вы удачно зашли, а я как раз приготовила очень вкусную запеканку с яблоками. Яблочная запеканка готовится из самых доступных продуктов, которые имеются в каждом доме, где маломальски любят готовить. И настолько быстро, что сразу можно включить духовку. Еще очень немаловажный момент для приготовления запеканки с яблоками – даже не надо месить тесто. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом яблочной запеканки этого изумительного десерта вместе. Итак, все сыпучие продукты насыпаю в широкую глубокую посуду. Муку, как всегда, просеиваю перед выпечкой. Вслед за ней сюда отправляю манную крупу и сахар. Все вот в ровном количестве. Сюда же отправляю щепотку соли для баланса вкуса, 3/4 чайной ложки соды. Ее можно заменить пачкой разрыхлителя, естественно. И пакетик ванильного сахара. Все хорошенько мешаю. Да, я сегодня положу в запеканку по 1 стакану муки, манки и сахара. Но в зависимости от объема посуды, где вы будете печь запеканку, можете взять хоть по полстакана, да хоть по 3-4 стакана всех сыпучих ингредиентов, а остальные ингредиенты подогнать под соду там, и так далее. Натираю на средней терке 1 килограмм яблока. При желании, конечно же, можно снять кожуру у яблок. Я этого, как правило, не делаю. И не потому, что лень, а все потому, что кожура яблок – это кладезь витаминов. Просто достаточно тщательно мою яблоки. А после общения с теркой от кожуры у яблок и следа не останется. Вот теперь, когда все ингредиенты готовы, можно уже собирать пирог. Я на дно посуды, на дно противня, где буду печь запеканку, постелила пергаментную бумагу. При желании этого, конечно же, можно и не делать, но думаю, так все-таки надежнее. Но если все же вы решите не стелить на дно посуды пергаментную бумагу, то надо тщательно обмазать дно посуды маслом и первым слоем пройтись сыпучими ингредиентами. Ну что, слоями насыпаю в противень натертое яблоко и сыпучие ингредиенты. Первый слой готов, яблоко. Теперь добиваю второй слой, а это сыпучие ингредиенты. Чуть-чуть подровняю сыпучие ингредиенты, но без фанатизма. Затем вновь прохожусь натертыми яблоками. Если где-то что-то не достанется, где-то, если появятся какие-то пустоты, ничего страшного. При запекании все выровняется. На второй слой яблок я обычно насыпаю корицу. При желании, конечно же, корицу заранее можно мешать с яблоками или с сыпучими ингредиентами. А если вы не любите корицу, то этот шаг можете и пропустить. Но все-таки думаю, надеюсь, многие согласятся со мной о том, что дуэт яблоко с корицей – это что-то волшебное. Вообще, хочу отметить, что в зависимости от объема, от высоты противня, стоит хотя бы по 2 раза повторить очередность слоев. Указанное количество продуктов я обычно в свой противень кладу по 3 слоя. Размер противня 23 на 34 сантиметра. Внизу под видео, конечно, все это укажу. Теперь насыпаю 3-й слой яблок. Затем прохожусь завершающим слоем сыпучих ингредиентов. После чего заливаю сверху все ингредиенты молоком. Молоко может быть холодным, может быть комнатной температуры. Это абсолютно никакого значения не имеет. Подготовлю завершающий слой. Натираю на средней терке сливочное масло. Его можно заменить маргарином, естественно. А перед тем, как натирать, масло желательно отправить в морозильник на несколько часов. Засыпаю запеканку с яблоком натертым маслом. И все. Можно отправить пирог в духовку и примерно на час забыть о нем. Пеку пирог в заранее разогретой до
200 градусов в духовке. После того, как отправляю пирог в духовку, температуру убавляю до 180 градусов. Пеку пирог в режиме нагрев снизу с конвекцией примерно 45-50 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. Ну что, моя яблочная запеканка готова. Можно отведать его как в горячем виде к мороженому, так и чуть-чуть в остывшем виде к чаю. Это уже кто как любит. А я всем желаю приятного чаепития, хорошего дня и бодрого настроения. Готовьте на здоровье, побалуйте себя и своих близких яблочной запеканкой, этим несложным в приготовлении и достаточно вкусным, что немаловажно, полезным десертом. Если видео понравилось вам, то не забудьте поддержать его лайком. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.